Российские паблики, в частности База, публикуют новость. Местный криминальный авторитет похитил россиянку в Индонезии. Он удерживает ее в доме и требует денег с родных девушки. Пройдемся по новости, дальше факт-чекинг обязательно, особенно если новости провластные российские, они врут довольно часто, к сожалению. По данным Базы, Наталья улетела в Джакарту с подругой еще в январе, планируя провести там 3 месяца. Спустя оговоренный срок спутница вернулась на родину, а вот сама туристка решила задержаться. Примерно 2 недели назад родственникам начали приходить сообщения с телефона девушки. В них говорилось, будто она живет с обеспеченным человеком, но тот проиграл деньги в казино из-за того, что у него отобрали и дом, и машины. В связи с этим Наталья якобы просила перевести деньги на съем квартиры и на еду своей матери. По словам брата, оказалось, что в отпуске она познакомилась с 37-летним индонезийцем, не поставив в известность семью. Когда же девушка наконец захотела покинуть остров, люди из окружения этого человека, которых она называет членами мафии, не позволили ей улететь. Мужчина разрешает ей связываться только с матерью, именно так о ситуации стало известно. Сейчас она продолжает жить в доме у того самого знакомого. Родители пытаются узнать о состоянии Натальи через местную полицию и посольство. Теперь давайте пройдемся с того, что это можно считать подтвержденной, что не подтвержденной информацией, дальше делайте свои выводы. По состоянию на вечер 19 апреля информация о похищении россиянки Натальи в Индонезии местными криминальными авторитетом неким подтверждается только со слов ее родственников. В ряде российских медиа, телеграм-каналов, официальных заявлений индонезийской полиции или в посольстве РФ, и именно по этому кейсу в открытом доступе пока что ничего нет. Что уже известно из открытых источников, российские СМИ, давайте ознакомимся, какие именно, Лента.ру, МК и другие, со ссылкой на телеграм-канал 112, то есть источник один по сути, пишут о россиянке Наталье Рукавишниковой, которая отдыхала в Индонезии, познакомилась с местным мужчиной, а затем, по словам семьи, попыталась улететь домой. Брат утверждает, что ее неизвестные люди забрали прямо из самолета. Она кричала. Он считает, что мужчина связан с криминальными кругами, у него есть влияние. По этим публикациям девушку удерживают против ее воли, у нее забрали телефон и документы, но иногда дают выходить на связь по видеосвязи с родными. Сообщается, что предполагаемый похититель обещает отпустить ее через месяц и якобы готовит сопровождение в посольстве для продления визы. Текст с базы хорошо коррелирует с этим нарративом. Отпуск в Индонезии, знакомство с местным мужчиной, ограничение на выезд, связь только через мать, обращение семьи в полицию и посольство, структура совпадает, хотя формулировки и детали немного разнятся. То есть вот это канал 112, акцент на забрали из самолета, у базы на мафии, проигрыши в казино. Ну, то есть, как говорится, меряются в творчестве каналы. Чего пока нет и что вызывает вопросы, в индонезийских и англоязычных новостях виден недавний крупный кейс. И вот это важно. Я на такие вещи, по крайней мере, с своей стороны тоже обращаю внимание, как и искусственный интеллект. Потому что зачастую под существующий кейс начинают то ли придумывать, то ли раздувать из несуществующего. Ну, какие цели уже там можно только догадываться, некие политические, скорее всего. Тем не менее, в индонезийских и англоязычных виден недавний крупный кейс с похищением украинца Игоря Комарова на Бали. Ну, кстати говоря, там еще надо вспомнить, кто сейчас в розыске. Да, кто помнит, пишите. По которому есть официальные комментарии полиции, данные ДНК, экспертиз, задержания и международный розыск. Там похитители, так, небольшая викторина, если уже написали, то выходцы из Украины, из Беларуси и из России. Ну, такая вот преступная группа, похоже, похитил, он, по крайней мере, подозрения, они в розыске вот этого украинца на Бали. И по истории с россиянкой в Индонезии, да, по истории с россиянкой Натальей в индонезийских источниках аналогичного уровня детализация и в официальных комментариях пока не находится, все завязано на российские медиа, телеграм-каналы со ссылкой на родственников. Нет отдельных официальных постов в посольстве РФ в Индонезии, публичных пресс-релизов индонезийской полиции или сообщений МИД РФ, конкретно по Наталье, в открытом, легко находимом поле. Ну, то есть, может, что-то есть, но искусственный интеллект не нашел, он не может все прям СМИ пересмотреть, он берет такие основные, наиболее крупные, и там, в общем, таких серьезных отсылок, видимо, нет. С точки зрения строго факт-чекинга это означает, факт, есть девушка-россиянка некая Наталья, о которой семья заявляет в российских медиа, как о жертве похищения, удержания в Индонезии. И это подтверждено несколькими изданиями, но все они опираются на один источник. Ну, это вот вечный эффект некого, не знаю, домино. То есть, кто-то один скажет, и пошли это распространять. Была идея, кстати говоря, в России, инициатива, чтобы несли журналисты ответственность за ложь.
Да. И прям они очень сильно все переживали, даже от этой инициативы быстренько отказались. А почему? Ну потому что один соврет, все за ним повторяют, так за один раз все и сядут. Они же своей работы никакой не проводят, им что, сверху спустили какую идею, что ляпнуть. Они так и ляпают. Ну, выглядело довольно забавно, что называется. Открыли истину, заглянули мы из-за кулисья, чего они боятся. Значит, не подтверждено официально, что мужчина местный криминальный авторитет. Кстати, это начиналось с того, что пытались какими-то законами ограничивать блогеров. Ну и автоматически добрались до журналистов. Хотели сделать ответственными тех, кто публикует те или иные новости, чтобы они отвечали за их достоверность. Но в результате все это закончилось каким-то законом о фейках, вообще непонятно как прописан. Ну, то есть, так, чтобы это никак не пролетело журналистам, которые врут. Это, еще раз повторю, была забавная ситуация на территории Российской Федерации. Что касается борьбы с ложью. Что на юридическом признано похищенной индонезийской полицией, этого не значит. Что имели место вымогательство денег с родственниками четко обозначенной криминальной схемой. Все это пока описывается в формате по словам брата или родные считают. Несколько надежная версия о криминальном авторитете. Насколько, извините, надежная? На данный момент формулировки типа местный криминальный авторитет, мафия, люди из окружения, проиграл деньги в казино. Это элементы рассказа семьи, причем каждый свое что-то рассказывает, журналистского пересказа, а не юридически подтвержденный статус человека. Для сопоставления в деле украинца Комарова, где действительно речь идет о похищении и убийстве, полиция официально сообщала о точных датах, местах, найденных останках, ДНК совпадениях. Ну, я со своей стороны, кстати, публиковал эту новость, слежу за ней со своей стороны, думаю, будут еще публикации. Задержат, потому что там в розыске несколько человек. Один был задержан, но это владелец машины, в которую запихали с улицы Комарова. Задержанным, кстати, его родня там даже награду предлагает любому, кто расскажет о том, где находятся те, кто в розыске. Так, к слову. Задержанным подозреваемым поиски еще 6 иностранцев. По Наталье подробного уровня официальной конкретики пока нет, но что говорит о стадии заявление семьи и медийное освещение, а не о подтвержденном правоохранителями статусе дела. Вывод для формулировок в сюжете, значит, такой. По словам родственников, россиянка Наталья, отдыхавшая в Индонезии, не может вернуться домой и, как утверждает ее семья, удерживается местным жителем, которого они называют криминальный авторитет. Эта версия пока основана только на показаниях семьи, официальных подробностей и индонезийской полиции, и посольства РФ в открытых источниках, ну, в общем, отсутствует. То есть, очередной раз, друзья мои, на 100% или частично, но можем поздравить официальные СМИ, либо при официальных СМИ, ну, все, что провластно, в очередной раз соврамши.